Для будущего, когда вы живете в США, когда вы занимаетесь бизнесом, работаете на себя, надо понимать разницу между тем, какую форму компании открывать, для того, чтобы это было вам наиболее выгодно и по налогам, и по всем другим аспектам, которые мы сегодня будем обговаривать. Так, давайте начнем с того, что мы сегодня будем говорить только про LLC, про корпорации говорить не будем, но могу оговориться, что корпорации могут выбрать два вида налогообложения, это C-Corp и S-Corp. Поэтому, когда мы будем дальше говорить про C-Corp и S-Corp, это все, что говорим про LLC, C-Corp и S-Corp, это все тоже касается корпораций. А сегодня мы говорим только о том, что Limited Liability Company могут иметь формы налогообложения в 4 вариантах. Первый вариант – это Sole Proprietorship. То есть, когда вы открываете Limited Liability Company, общество с ограниченной ответственностью, при этом у вас только один собственник. С одним собственником, листай, с одним собственником это получается у нас налогообложение, как у индивидуального предпринимателя, если говорить по-русски. А суть его формы налогообложения LLC как Sole Proprietorship и человек, физическое лицо, который занимается бизнесом как самозанятый, нет различия для налогов. То есть по налогам вы платите те же самые налоги в случае, когда вы и LLC Sole Proprietorship, и не LLC, а просто подаете налоговую декларацию как физическое лицо, которое занимается бизнесом. В этом случае... да, это уже то, что какие формы бывают у LLC. Следующие про Sole Proprietorship мы уже перешли. Следующее, значит, нужно сказать, что для чего мы открываем Limited Liability Company. Это будет у нас везде в плюсах и для каждого вида налогообложения, но я скажу об этом отдельно. Limited Liability Company мы открываем для того, чтобы ограничить свою ответственность. Есть Sole Proprietorship, индивидуальный предприниматель, и есть LLC. Когда вы индивидуальный предприниматель, в случае чего что-то произошло, кто-то подал на вас в суд, что-то сделали вы не так, кто-то ремонтами занимается, кто-то производит что-то, продает. Америка – это страна, в которой все судятся. Я помню еще, когда студентами была, 25 лет назад студенткой, нам еще тогда говорили, что в США прецедентное право, и тут все любят судиться. На самом деле это так. И когда вы начинаете работать и заниматься бизнесом, невозможно угодить всем. Вы не 100-долларовая купюра, которая нравится всем. В любом случае, у всех людей разные вкусы, разные предпочтения, и найдутся люди, которые будут всегда недовольны. Но такова жизнь. И если вдруг кто-то подал на вас в суд, а вы являетесь Sole Proprietorship и не открыли LLC, это для вас грозит тем, что вы будете отвечать по своим обязательствам, по обязательствам вашего бизнеса, всем своим имуществом. Что у вас есть, дома, машины, квартиры, деньги на счету, на это все могут претендовать те, кто против вас предъявил претензии. Для чего вы открываете LLC? Для того, чтобы отвечать только имуществом, только тем, что зафиксировано на вашем LLC. Вот в этом разница. LLC может быть любой формы налогообложения, но оно ограничивает вашу ответственность. Именно для этого вы не работаете, как вы говорите, по 1099, вы не работаете как физическое лицо, как контрактор. Чтобы, если что-то произошло, если кто-то оказался недоволен, если оказалось, что вы не знали, что у вас там могут быть какие-то налоговые обязательства, и у вас возникли задолженности по налогам огромных размеров, про которые вы просто не подозревали, потому что своевременно не обратились к бухгалтеру, например, то в этом случае у вас будет ответственность только ограничена тем, что вы зафиксировали на вашем LLC. На вашем LLC могут быть машины, может быть, вот в вашем случае могут быть, конечно, и дома, которые вы приобретаете на LLC, чтобы потом перепродать, но они будут не ограничены. Вы не будете отвечать тем, что на вас лично, вы не будете отвечать своим домом, в котором вы живете, который не относится к бизнесу. И это большой плюс открытия компании. Это же касается и корпораций, но мы сегодня говорим об LLC, но корпорации тоже отвечают только тем имуществом, которое зафиксировано на этих компаниях. Вот. Это первое, почему мы открываем LLC. Дальше мы будем говорить о том, что отличает Sole Proprietorship от всех других форм налогообложения, про которые мы сегодня дальше поговорим.
Sole proprietorship – это индивидуальное предпринимательство. Это самое простое, что я обычно рекомендую. Когда ко мне приходят люди, говорят, мы хотим открыть бизнес, мы начать хотим делать. Я говорю, открывайте LLC, начинаете работать, неважно, один вы, если это один, то sole proprietorship, вдвоем это партнерство и больше людей это партнерство, а потом уже перейдете к другим формам. Это возможно. А начинать надо всегда вот с самых простых. Так вот, sole proprietorship – это самое простое для открытия, для работы. Самое простое также и в налоговой отчетности. То есть это та форма, когда создается компания, но вы по ней отдельно не подаете никаких налоговых отчетов. Вы подаете все в своей личной налоговой декларации как приложение, как Schedule C для вашего бизнеса, в которой вы отражаете все ваши доходы, все ваши расходы. К сожалению, вы не можете отразить активы, но они отражаются в виде амортизации в этой налоговой декларации, хотя как список активов он тоже прикладывается. Гибкость в управлении, наверное, это понятно. То есть, если вы сам себе хозяин, то у вас очень гибкая форма, вы можете сам себе скомандовать встать в 11, встать в 8, встать в 6 или пойти работать только в 8 вечера. Очень гибкая форма в этом плане. И, ну и, естественно, гибкость в том, что вы сами планируете свои налоги, свои доходы и занимаетесь полностью, все в ваших руках, в общем, в этом гибкость огромная. По поводу расхода, вот то, что мы говорили, возможность списания более широкого спектра бизнес-расходов. Действительно, если вы sole proprietorship, то есть если вы индивидуальный предприниматель, вы можете списать расходы немножко более расширенные, чем, допустим, если вы S-корпорация или C-корпорация. Ни S-корпорация, ни C-корпорация не могут использовать standard mileage. Вы можете использовать, вы можете посчитать, вести логбук, смотреть, сколько вы для бизнеса проехали и использовать стандарт mileage. Это очень выгодно бывает, в отличие от того, что S-корпорации используют фактические расходы. Сколько бензина потратили, сколько страховки, ведут конкретный учет и предъявляют подтверждающие документы. Для индивидуальных предпринимателей это очень удобная форма, когда вы ведете логбук и вы фиксируете, сколько ваша машина проехала миль. И вам не нужно подтверждать все остальные расходы. Это заменяет страховку, это заменяет расходы на бензин, это заменяет расходы на починку машины, на замену масла, но не заменяет расходы, например, на толлы. Толлы вы всегда можете списать. Вы можете списать также дополнительно к standard mileage расходы на interest payment за машину. Это вы тоже можете списать. Но саму машину амортизировать вы не можете. Тогда как, например, S-корпорация или C-корпорация, вы можете амортизировать машину. В данном случае для sole proprietorship вы этого сделать не можете, но вы можете списать мили. То есть вы можете выбрать либо мили, либо фактические расходы, и то, и другое. Оба варианта вы не можете использовать, только если для разных транспортных средств. Можно вопрос? Да, давайте. Одна машина использоваться, допустим, для разных видов деятельности, если мы используем миляж. Вот, допустим, два разных LLC, одно, например, ну вот я в свой случай, ну образно, да, сейчас приведу, чтобы не путать недвижимость, допустим, вот траковый бизнес и недвижимость. Но я использую одну и ту же машину в проезде и туда, и туда. Могу я мили туда, допустим, я 20 тысяч и сюда 15 тысяч? Пропорционально тому, сколько здесь, сколько здесь. Да, вы это можете сделать и списать мили, если это sole proprietorship. Стандартные мили посчитать, по-моему, в этом году 69 центов за каждую милю вы можете списать. И чаще всего для тех, кто много ездит, это более выгодно. Для тех, кто мало ездит, более выгодно списывать фактические расходы. Для тех, кто много ездит, для них более выгодно в standard mileage. Для sole proprietorship всегда существует этот выбор, в отличие от других видов налогообложения. Также, например, home office expenses. Вы не можете списать home office expenses, если вы S-корпорация, что тоже распространено, но вы этого сделать не можете. Если вы sole proprietorship или partnership, работаете из дома, используете какую-то часть своего дома для бизнеса. Допустим, у вас стоит стол, стул, где вы только работаете. Вы не можете там есть, пить, заниматься какими-то другими делами. Эта зона должна использоваться только для целей бизнеса. Если это на самом деле так, вы можете списать home office, то есть все расходы, которые относятся к дому, например, это арендные платежи, коммунальные платежи, вы это все можете списать пропорционально площади, используемой под офис.
посчитать, сколько всего расходов по дому, и сказать нам, а мы уже, и сказать, какая площадь именно под офис используется. Ну и прямые расходы, это если вы купили стол, компьютер, картину повесили, ремонт сделали в этой части, чтобы это было более офисно, то это вы тоже можете прямые расходы списать на home office. Когда у вас есть корпорация, вы этого сделать не можете, я позже об этом расскажу. Еще вопрос. Это минус. Вы сказали partnership. Да. Упомянули. Вот какая разница sole proprietorship и partnership? В количестве собственников, но нет разницы в налогообложении. Налогообложение тоже подобное этому. То есть, а если там 2 и 3 человека, оно же не может уже идти как sole? Это же Это LLC уже partnership, идет. это уже LLC partnership. Okay. Да, следующий будет слайд об этом, я об этом расскажу, но суть налогообложения будет такая же. Будет большой минус, что платится self-employment tax. Это вот тот и вот минус. опять sole, то есть sole это 10,99. Да, это один собственник. Ну. Sole proprietorship и partnership различается только в том, что там несколько собственников, здесь один собственник. Вот какая разница между sole proprietorship и LLC? Разницы нету. Это абсолютно два разных вещи. Смотрите, есть в США есть две формы бизнеса. Это ООО, LLC, и вторая форма бизнеса corporations. Все, только две формы бизнеса. Но есть 4 формы налогообложения. Это sole proprietorship, partnership, S corporation, C corporation. Это формы налогообложения. То есть компании бывают LLC или corporation и 4 формы налогообложения. И там 4. И там нет. Для корпораций только 2. S и C. Да, для корпораций только 2 формы. Если вы открыли Corporation, то тогда вы можете выбрать только S-Corp или C-Corp. Если вы открываете LLC, тут уже смотрим по ситуации. Для LLC я всегда рекомендую, откройте LLC. Если один собственник, это будет sole proprietorship, если несколько собственников, это partnership. А потом уже, когда вы разовьетесь, когда вы немножко станете на ноги, у вас будут хорошие доходы, переведем вас либо в S-Corp. В C-Corp тоже можно перевести, но при условии, что у вас очень большие доходы, и это имеет смысл. Я расскажу, когда мы туда дойдем. Я просто... Нет, спрашивайте, это лучше, чтобы вы... Я лучше повторюсь потом второй раз, и у вас это закрепится. А так, по крайней мере, вы на свой вопрос ответите. Поэтому то есть, лучше в принципе, спрашивайте. 1099 и LLC это при заполнении налогов плюс-минус одно и то же. Одно и то же. Только потом Что такое чего мы 1099? Безопасно, да, если это LLC, подают в суд на LLC. Да, вы тем самым, и когда вы открываете LLC, вы просто ограничиваете ответственность. Если вы подаете просто как физлицо в своей личной декларации и вместо компании прописываете просто свое имя, то вы в этом случае отвечаете всем своим имуществом. Но что такое 1099? 1099 это та форма, которую о доходах выдают всем. И LLC sole proprietorship, и физическому лицу, и партнершипу. Корпорациям их тоже иногда выдают, но это не обязательно. Потому что LLC тоже может быть корпорацией, и они не обязаны. То есть тот, кто платит, не обязан выдавать. Но в то же время имейте в виду, вы сами как бизнес-собственники, вы тоже обязаны выдавать 1099 тем, кому вы платите, если это физическое лицо или если это LLC. И если это LLC либо партнерство, либо sole proprietorship. Если они заполняют вам W9 и пишут, что они S-Corp, C-Corp, вы не обязаны выдавать 1099. Вы обязательно до 31 января каждого года вы обязаны, вот это как бы оговорка, это не по теме, но вот так говорю, чтобы вы тоже понимали. Сейчас вот мы уже сейчас этим занимаемся со всеми клиентами нашими, выписываем всех, кому они платили. Это могут быть контракторы, непосредственно работающие на вас. Если у вас LLC или корпорация, вы обязаны им выдать 1099. Или даже если вы физическое лицо, но на вас работало, допустим, какое-то другое физическое лицо, вы ему выдаете 1099, потому что это ваши расходы, вы обязаны это сделать. А можно еще один вопрос, если мы начали тут вопросы задавать? Я как раз вот сейчас буду говорить, потому что я представляла, что у меня там Airbnb, я делаю это. Вот сейчас я конкретно буду говорить, как мы представляем, я представляюсь представителем IGM Event Production, компанию, которую мы организовали, делаем разные ивенты. Вот, например, вот и Наталья, и вы у нас спонсор.
Эти деньги, которые вы спонсируете в мероприятии, мы тоже вам должны отправлять форму 1099 или как-то? Как Это мы вам правильно платим, делать? это не вы нам платите, это мы вам отдаем Это мы деньги. вам, да. Это мы вам можем выписать 1099. то есть Но у это вас вы- корпорация, мы не выпишем. То есть у кого корпорация и S и C, тому выписывать Не нужно. Достаточно зафиксировать этот расход. Да, это мы вам деньги отправляем, для вас это доход. А мы, в свою Спонсорство очередь, считается доходом? Спонсорство это доход. Они не благотворительная компания. Мы не оказываем, мы просто вкладываемся в их бизнес, чтобы они сделали какое-то А мероприятие. если это ваши это доходы. благотворительная компания, то Если не это благотворительная компания, тогда это не... И им для них, у Включает благотворительной это, компании нету доходов, расходов. У них Да. есть статьи, Пожертвования. которые, да, у них есть статьи, которые они собирают, ну, так называемый доход, и статьи, которые они расходуют, и у них не должно быть чистой прибыли, потому что благотворительная компания это non-profit То есть corporation. все в ноль должно уйти. Ну, должно, да. Хорошо, а мы вот можем списать же вот это, как это будет называться правильно, статья расходов? Это наша статья, я списываю как Реклама? реклама. Да, Мгм. реклама. Это для нас это реклама. Если у них, допустим, не корпорация, а LLC, то мы в этом случае выписываем 1099. Да, в этом случае мы выписываем 1099. Те деньги, например, которые перечислены непосредственно Александре, я с Александрой попрошу W9 обязательно, и я ей выпишу. Либо это будет физическое лицо, либо она мне даст W9 заполненную компанию. Да, потому что они же не лично себе забирают Да, эти деньги. да, это и же тогда я мероприятие. выписываю на компанию уже 1099. Но если это компания-корпорация, Сейчас то мне достаточно будет W9, где отмечено, что это корпорация, и я уже 1099 не выписываю. Поняла, спасибо. Вот. А если, допустим, физическое лицо нанимает кого-то для работы и платит ему в течение года больше $600, Мгм. то оно обязано Да, ему это выписать точно. 1099 обязательно. Даже физические лица. А нам, как LLC, вот мы работали на другую LLC-компанию, но мы sole proprietor. Да, мгм. Нам должны будут все Вам равно дать должны 1099, а компания все, 1099, которая да. платила. Да, 1099 выписывается в 3 экземплярах. Один оставляет тот, кто выписывает себе, второй экземпляр отправляет налоговую, третий экземпляр отправляет получателю. Вы уже, получив этот экземпляр, обязаны показать это в своей налоговой декларации. Какая самая большая проблема? Многие люди, я не получил, значит, я ничего не покажу, эти доходы. Мы просто с банка показываем. У нас большая да. проблема, что работодатель не шлет это, мы просто Да, берем. ну, а в этом есть такие плане. люди, которые думают, не показали, я не покажу. А на самом деле отчет был отправлен, но просто до тебя он не дошел. И получается большая проблема в этой ситуации, что люди не отражают этот доход, налоговая говорит, вот ваш доход, который вы не отразили. И начисляют уже на эту сумму большие штрафы. То есть Сколько мы с лет этим назад у нас сталкивались. есть, чтобы показать этот налог? Отчет этот подать? Ну вот, допустим, человек, мы отправили ему 1099, он ее по какой-то причине не получил, потом пишет нам в марте, ой, вы там нам не прислали 1099. Окей, я вам на e-mail отправила, я вам по почте отправила. Ладно, сколько у него есть времени? Может ли До он в 15 следующем апреля. году? А может, если он уже подал, может он в следующем году просто подать Нет, этот он доход? должен подать уточненную декларацию за текущий год. Налоговый То есть не ему надо перенесет amendment этот пойти доход. и сделать, Обязательно, да? да. Он должен amendment сделать уже за тот год, в котором А ему была сколько лет эта назад сумма мы можем выписана. делать amendment налога? 3 года, обычно 3 года, да. 3 предыдущих года. Если там есть какие-то большие нарушения, у вас сумма к доплате бесконечно. То есть это 3 года ограничивается обычно суммами, когда вы должны там возврат получить или снизить свою налоговую нагрузку. Но если речь идет о том, что вы государство Добавили. обманули, и вам надо доплатить, сроки не ограничены. Подавайте уточненку за любой период, потому что если найдет это налоговая, будет не весело. А налоговая имеет право больше 3 лет проверять вас, если это считается умышленный обман государства. Но им или же не доказать, мошенничество. что это не умышленно. Для них это все будет Вот. умышленно. Они бы сразу виноваты. Да. Здесь как Так бы что никак имейте не в виду. обойти. Есть эту презумпция статью. невиновности. Да. Презумпция есть, но А здесь Нужно первый, будет как должен заявил доказать антидот, ты её. уже отбиваешься. Короче, я уточнила у Игоря, у нас мульти-партнерс, вот как вы говорили, что не один партнер, а не много. корпорация, LLC. LLC. Поэтому можете И высылать. тогда будем высылать, нужно будет от вас получить W9. Нужно вот с тех лиц, кому вы это высылаете, лучше получить W9. Можно не получить, но лучше получить, для вас это безопаснее. W9? W9, да. присылаете Это W9. форма Нет, вы должны W9. сразу нам прислать. Нет, вы W нам присылаете. Да. а потом Да, мы же вам отсылаем. платим. Вы нам Да. присылаете W9, в который указываете ваше название, Ага. адрес и АЕН номер. А мы вам высылаем 1099 в В ответ. ответ.
Да. W9 W9 это та форма, в которой вы нам говорите, вот укажите в 1099 вот такие-то реквизиты. Окей. И когда вы, вот это моя рекомендация всем нашим клиентам, вот мы когда берем клиентов на обслуживание, у нас есть чат WhatsApp, в котором стоит закрепленное сообщение сразу, что как только вы надумали платить кому-то, прежде чем заплатить, возьмите с него W9. Вы заплатите, он не придет к вам потом, он никогда вам эту форму не отдаст. 100%. Вот. Поэтому, прежде чем кому-то заплатить за какие-то услуги по LLC или физическому лицу, сначала с него попросите W9. А потом уже платите, и 1099 вы уже выпишете на основании W9, который вы уже получили. То ранее. есть ТНЯ мы выписываем на основании W9. Да, да. Они могут вам предоставить копию Social Security Driver License, там тоже вся эта информация есть. Если это физическое лицо и не хочет заполнять W9. Но лучше иметь W9. Поняла. Я думала, Это наоборот, проще. надо отправлять им 1099. Ой, 1099 потом, Это тому- да. Это нет, там как за форму? Нет, наверное, это и называется. 1099, я думала, Да. надо До отправлять. Это кого вы 31 января. нанимаете? Все правильно. кому вы платите. Окей, то есть кому мы платим. А кто нам платил, то мы им отсылаем. W9. А мы вам Да. присылаем Да. 1099. А то у нас и те есть, чтобы я не путалась. Да, Окей, само 1099, собой, это конечно. те, кому- окей. Вот. Так, я остановилась на на home expenses, на home office expenses. Где-то у вас вопросы возникли, потому что для sole proprietorship это возможность списать арендные платежи и так далее. Нет такой возможности у S-корпорации, потом я расскажу почему. Вот. Какие-то вопросы есть по home офису, по майледжу? А если мы арендуем, что, например, мы попросим переделать договор, чтобы было указано, что это мы хотим аренду списать, потому что это были бизнес-расходы. Для арендодателя это чем-то чревато, нет? Да. То есть, Для него это чревато тем, что он должен с вас собирать sales tax. Во Флориде, конкретно во Флориде, аренда облагается sales tax для юридических лиц. Для физических нет, для юридических да. А если мы не пропишем какую-то часть, мы все равно можем списать? с Вы этой можете, аренды? конечно, Просто вы не можете, всю, да? но не все. Если вы там живете и спите, то вы не можете это все списать. Хорошо, Я вопрос. живу и сплю бесплатно, а просто оплачиваю, ну, за другие договоренности, а просто оплачиваю часть, потому что мы договорились за место нам, то есть как-то... Но вам нужно будет все просчитать. Вот Да, сколько нам вы надо платите, посмотреть, чтобы и мы- посмотреть, вот общую площадь посчитать. Ту площадь, которая непосредственно для ваших вот тюков и инструментов вы Ну да, нас используете. указано, что мы просто комнату Да. арендуем. Вот То есть, эту потому вот что она площадь из LLC. комнаты посчитать отдельно, что вы там ничего не делаете для себя лично, только для бизнеса используете. И вот пропорционально только списать вы можете. Только таким образом. Если вы Какие покупали новости? какие-то полки для того, чтобы хранить эти инструменты, их вы тоже можете списать. Достаточно того, что это будет просто выписка с Home Depot, как в стейтменте в расходах, или прям чеки обязательно нужно хранить? Рекомендуется хранить эти чеки. Рекомендуется. Нету чеков. Что вы делаете? У вас есть выписка, что вы в Home Depot покупали, и фотография этого шкафа. Вот оно, пожалуйста, вот. Фотография, вот я это покупал. Чек не сохранился. Ну, чеки они выгорают, то есть я вообще Да. не понимаю, как это все Чеки нужно вот сканировать. Да, вот у нас Половина есть... организаций не дают чеки. Вот муж каждый день меняет отели, заправки разные. Это невозможно собрать просто. Вот физически это у него Да. за каждый день будет вот такая вот куча всего. У нас такой шкаф есть. Это... То же самое. То же Половина из самое. них мятые, намокли. Да, где-то но что-то. имейте в виду, что лучше сканировать, или же вот у нас есть личный кабинет у каждого клиента, они туда сохраняют все документы, у них есть прямо expenses, и туда они все туда закидывают. Но, по крайней мере, если происходит проверка, у вас есть откуда вытащить и доказать. Если нет, то делайте фотографии. Я всегда рекомендую home office фотографировать. Вы сможете доказать, что там стоял стол, компьютер, стул, который вы купили и списали, вы это сможете объяснить. Вот в Икее я это купил. Вот стоит картина, я ее в TJ Maxx купила, это точно была картина, и она вот фотография ее есть, если у вас нету чека. Если такое правило говорят, если просто платишь налоги, вот, ну реально заплатил, мы не списываем все в ноль. Ну, налоговая же вряд ли придет проверять у меня все чеки, правильно? Само У собой. меня там не гуляет Да, полмиллиона, чаще я там всего, заплатила чаще 90 всего бывает тысяч, достаточно выписок. Если особенно бывает достаточно этого, если вот мы делаем бухучет, у нас есть Profit and Loss Balance Sheet, мы этого отправляем, пишем пояснение, если какая-то сумма экстра, мы ее расписываем, все, этого бывает достаточно. Если они видят, что у вас бухгалтер, который все это ведет, они не претендуют уже не
не будут вас докапываться и просить какие-то чеки. Если они пришлют письмо, и вам нечего отправить, и вы там в ответ будете писать, что ну вот, да, у меня там какие-то расходы и список из Excel отправите, скорее всего, они вас будут спрашивать из этой Excel-таблицы дополнительные данные. Если они видят бухгалтерский учет, если они видят Profit and Loss Balance Sheet, у них не будет вопросов. И если еще особенно бывает этот отчет о движении денежных средств, в котором мы отражаем, и General Ledger, в котором мы отражаем вообще каждую транзакцию за весь год, что спокойно мы распечатываем Мне из надо наших просто программ. сфотографировать, где ящики стоят, вот эти фотографии, Да, чтобы эти у меня фотографии были. тоже у вас, На чтобы всякий были. случай, что да, почему мы списали часть жилья. Да, абсолютно верно. Блин, надо все Офис. коробки потом еще сфотографировать, скрытые с Амазона, которые Но в и этом вам нужно будет машине. просчитать, что вот в этой зоне у вас стоят только те коробки, и больше вы ничего там не делаете. Ну, не делаем, мы через них спотыкаемся периодически. Ну вот, если вы там ходите, то это это проходная зона, это не зона офиса. Должна быть непроходная именно Ну, это имеется в офисная виду зона. склад. Это ж он же Склад, вот, ну склад тоже такой должен вот, быть да. вот такое вот отдельно Мгм. огороженное помещение. Вопрос сразу. Тут Да. тоже. Вот говорили, если... сейчас пример приведу такой, чтобы можно было. Здание. В этом здании есть юниты, которые сдаются в аренду. Да, вот первый этаж сдается бизнесу. Мгм. Вот, например, какие документы нужно от этого бизнеса собрать? Или какие документы, как хозяева, должны дать этому бизнесу? Договор. Должен быть договор аренды. Это если во Флориде и в некоторых других штатах обязательно вы должны встать на учет и зарегистрировать как resale сертификат, собирать sales tax с них и перечислять в бюджет штата, потому что аренда для бизнеса в штате Флорида облагается sales tax. Если вы сдаете не физическому лицу, а бизнесу, вы должны собирать sales tax и перечислять в бюджет. Там 5,5% плюс каунти. Каунти у нас от 0,5 до 2%. В зависимости от того, в каком каунте это То есть происходит. он мне должен за месяц показать, сколько он продал или сколько выручки он сделал? Зачем? Но Это вы собираете с него sales tax. Вы сумму от арендной платы, которую с него собираете, на эту сумму начисляете sales tax. Это ваша обязанность. то есть, допустим, я платить. ему сдаю за 2 500. Ну, И за добавляете к три, этой за три. сумме налог К этим трем я должна продаж. добавить определенные вот эти 5%, Налог с продаж. и он 5,5 должен дополнительно заплатить. Плюс каунти. Там где-то выходит у кого 6,5, у кого 7%, вот так вот. И он должен мне эти деньги заплатить. Да, и вы должны вот часть оставить свою как доход, а часть перечислить в Department of Revenue Флориды. Это я могу за 1 год сделать, грубо говоря, или Нет, по кварталу. Нет, вы должны зарегистрировать resale сертификат и каждый квартал отчитываться. Каждый месяц. Или каждый месяц, в А за год зависимости от нельзя? выручки. Нельзя. Это именно вот то, что касается аренды для LLC. То есть у него тоже LLC, Да. а если у него S Corporation или C? Неважно, LLC, Окей, корпорация, неважно. то есть Окей. бизнес. Если это не физическое лицо, если это бизнес, если это коммерческая аренда, вы всегда собираете sales tax во Флориде. Мы об этом сделаем семинар отдельный. Вот Маша у нас занимается sales tax'ами, она прям проведет его. Но это вот чуть попозже, в следующем году будем делать, прям по sales tax'ам, что, какие услуги облагаются sales tax. Ну, например, какие если товары я не знала, облагаются. я же могу первый год сделать, допустим, ну, извините меня, я не знала. Незнание не освобождает от Это ответственности. согласна. Они начисляют штрафы задним числом. Да, они всё Только это штат начислят. может решить, как часто отчитываться. Раз в месяц, раз в квартал или раз в год. Но На основании чаще сумм. всего это раз в квартал. Окей. Так что да, это обязательно имейте И в я виду. ему должна какую-то форму ему давать, что он мне там за год заплатил такую-то сумму налогов, или что он заплатил как съемщик какую-то часть Он налогов. вам будет выписывать 1099 miscellaneous за то, что он сколько мне, он да? вам выписывает. Он вам платит, он вам выписывает. Смотрите, 1099 выписывается не только non-employee compensation, не только контракторам. Мгм. Также выписывается 1099 по процентам, если взял кто-то в долг и платит вам проценты. Вы дали кому-то долг деньги, он вам вернул с процентами. Вот на сумму процентов это лицо должно вам выписать 1099. Вы должны эти проценты, вот так же как банк вам выписывает 1099 interest каждый год за деньги, которые у вас лежат на счету. Вот эти 1099 interest, доход, вы должны поставить себе в личную декларацию или в декларацию вашего бизнеса, если платится бизнесу, и показать как доходы. Если вы кому-то дали в долг и получили с этого процент. А если мы дали в долг, этот долг нам вернули без процентов, нам надо какую-то бумагу фиксировать, вот это, что это были
телодвижение вот это. Вот на Если карточке вам вернули постоянно без процентов, Без. ничего не нужно. А Это если- уже ваше дело, как бы это юридический вопрос. А для налогов, если вы давали под проценты, вы должны зафиксировать проценты. Они вам должны выписать 1099 interest. А если мы дали в долг и перечислили на бизнес-аккаунт одну часть, а вторую часть на личный аккаунт, должны вернуть точно таким же способом, чтобы никто ничего не платил? Или как вот? Тут вывод Если вы денег дали с в долг с бизнес-аккаунта. бизнеса, Да. то вы должны это отразить на бизнесе, как дали в долг. Если этот долг у вас длится больше, чем 1 год, это уже долгосрочный долг. Чаще всего, если сумма больше 10 тысяч, это вызывает вопросы налоговые, почему нет процентов. Мгм. Это вызовет вопросы. И тогда вам нужно будет, Мгм. чтобы начислили проценты за пользование заемными денежными средствами. Это будет ваш доход, иначе налоговая это сделает. И тогда вы должны с этого дохода заплатить налоги. То есть нельзя быть просто так щедрым, да? Дал 10 Да. тысяч. и- Да, мне, Да. кстати, тоже вопрос такой, что это мои деньги, как хочу, так и даю. То есть я не могу Ну, просто не так можешь, давать. да. Если, Я знаю вы про да- подарки, если что сумма нельзя значительная, больше получать. 10 тысяч, то у налоговой это вызывает вопросы. То есть то лицо, которое получает эти деньги, необоснованно имеет выгоду. И А если он их возвращает? согласно ставке рефинансирования, он должен платить вам за это. Вы должны получить доход с этого, а вы не получили. Это ваша упущенная выгода, и налоговая вам просто это начислит, если вы сами не хотите добровольно. Вот так вот. Вот так вот. А если мы вывели с бизнес-аккаунта на личный аккаунт, он должен вернуть ровно таким же способом, правильно? Или если мы уже вывели ему вот на личный аккаунт, дали вот это вот там $1000, и, например, не берем ее обратно, мы платим с этого налог, это получается как мы Это уже... ваши distributions, это ваши доходы, это ваши как бы дивиденды из бизнеса вы забрали. Поэтому это не считается вашим расходом. Оно в любом Мгм. случае не будет считаться Мгм. расходом, даже если вы в долг дали. И если вы просто вытащили и отдали через личный счет, это тоже ваши деньги. Вы Мы что уже хотите с платим ними, вы можете их налог, подарить. если... Да. То есть... Вы платите с чистой прибыли. Мгм. А то, что Они вы уже вдруг- посчитаются в они чистую уже, прибыль, да, они что уже мы в их чистой уже прибыли сидели. никак. И налог вы с них уже посчитали, да. То есть Любые вы всё равно переводы с за них- границу через всякие приложения PayCentry, Mindly, там, я не знаю, через все, это уже чистые деньги. То есть все, что я заплатила с бизнес-аккаунта, куда-то за границу, да, там, Таиланд, Грузия, это уже мои личные деньги. То есть я себе уже опять Нет, вывела, почему да? вы так считаете? Или я могу это как там обучение, Если вы коучинг, вот это всё платите за считается? обучение, если вы платите за какие-то услуги за пределы США, вы спокойно можете отнести это Если это расходы. обучение цифровое а-ля наставничество, Вам нужно получить W8 от того, кому это невозможно. То есть выдали, это вы кому тогда- вы заплатили. Если вы этого не сделаете, налоговая спросит. Вы перечислили иностранцу, вы удержали с него налог? Это доходы из США. Вы должны удержать с него налог. Если вы не удержали подоходный налог, вы должны получить с него W8, если это физическое лицо, W8BEN, если это юридическое лицо, W8BEN-И, для того, чтобы отнести спокойно на расходы, спать спокойно, что вы не удержали подоходный налог с этой компании. Если вы удержали подоходный налог, вы в налоговую подаете форму 1042, в которой отражаете сумму удержанного подоходного налога с иностранца. Если мы не удержали и не подали, то сами просто платим этот подоходный Да. налог. Ну, Какой? смотрите, это ваш расход. Это ваш Да. расход. Я как бы не могу вам сказать, нет, вы не можете это отнести на расходы. Вы отнесете это на расходы, Ну да, потому что нет. это расход. Не Но будет вызовет вопросы подтверждения. налоговой. Это будет подтверждение, вот ваш платеж, вот он ушел, вот через PayPal вы заплатили Васе Пупкину или там Да, кому-то. да, да, да. Вот он, этот платеж есть. Вы его можете подтвердить. Но когда налоговая до этого платежа вопросы задаст, она скажет, хорошо, это international контрактор. Контрактор, если это физическое лицо. Почему у вас нету W8B? Если этой формы нету, значит вы удержать должны были подоходный налог. Где этот подоходный налог? Нету, платите этот подоходный налог сами. Сумма, которую вы туда заплатили, 30% заплатите в бюджет. 30% подоходный Да, налог. сумма это удержанного подоходного Ужас. налога с нерезидентов, которым вы заплатили за пределы США. Проще тогда вывести на свой личный аккаунт, да? Если себе это не расход. Ну, Не расход, это, допустим, уже... я решили, не что вижу в это не этом расход. вообще проблемы. Мы вот сколько с компаниями работаем, мы без проблем просим, все предоставляют W8B. Это несложная форма. Если это физическое лицо, оно заполняет фамилию, имя, адрес проживания, гражданство своей страны и все. Там нету ничего сложного. Они нам предоставляют, у нас есть форма, кому я заплатил, вот мое перечисление этому Ивану Ивановичу, и вот его форма, что он заплатит налоги в своей стране. Все, к вам США АРС не будет претендовать, никаких проблем у вас не будет. Поэтому это не проблема.
Если я своей подруге просто вот шлю, допустим, в Чехию эту сумму денег, она мне просто должна запомнить это. W8B, да. И тогда она, ну, вы должны обосновать, что она вам оказывала какие-то услуги. Может быть, она SMM делала, может, она рекламу делала, может быть, она вам сайт разрабатывала. То есть у вас должно быть обоснование. Это какая статья расходов? Если вы перечисляли подруги, то это не расход. А Ну, если это наставничество, коучинг, да, наставничество. да, в этом вот это случае вот вы такое. можете списать это на расходы при условии, что это наставничество и коучинг вам нужен для бизнеса. Конечно, нужно. Кстати, прошлая тема у нас как раз была по расходам. Мы вот это вот все подробно рассматривали. Скажите, пожалуйста, а если я отправляю деньги, ну или кто-то другой отправляет деньги, они идут просто как чаевые, как благодарность. Но опять-таки, они как чаевые, они так и считаются чаевые. Какую сумму, допустим, если до 600, мне нужно это показывать? Или это больше? Если единоразово в течение года до $600, вы ставите на расходы, не выписываете 1099. Мгм. Если свыше $600 за год набралось, вы ему каждый раз там по $30 перечисляли и там постоянно ходили к нему, то это уже, если он за это уже границей, нужно это как- выписать 1099. Если он за границей, то тогда вы должны взять с него в любом случае от $0 W8B. Все равно, неважно, там $600, нет. $600 имеет отношение к 1099. W8B, это они мне Это присылают? для, нет, да, они вам присылают W8B. А я уже 1099? Нет, 1099 выписывается только Только для до 6. резидентов США. Для иностранцев вы ничего не выписываете, ставите на расходы, получаете форму W8BN, спите спокойно. Не получаете W8BN, удерживаете подоходный налог, перечисляете подоходный налог в АРС и заполняете форму 1042. Так а как они, допустим, хорошо, они W8, Band, B-E-N-T? BEN, B-E-N. А, Это для физических лиц. А если для юридических лиц W8 B-E-N-I. Это entity. То есть это получается такая же, как W9, по сути, Да, но для иностранцев. Ну вот здесь мы даем им, они мне прислали W9, я им отправила 1099. Да. За А там вы границу мне ничего не надо отправляете. отправлять. Там вы деньги отправили, у себя учли, в расходы А поставили. как я узнала, допустим, я ей отправила 2000, а она заплатила налог на $500. Есть какая-то... Никакой корреляции, потому что налоговый АРС уже не интересует человека, который там. Главное, что вы показали, что он заплатит в своей стране в форме до 600 я не W8B. могу ничего не отправлять, я просто Но всегда- если вы не взяли W8B, он должен здесь отчитаться по налогам. Как Если вы с нерезидент, него не да? удержали. Как Как не нерезидент. резидент, да. Как не резидент. Если вы не удержали с него подоходный налог. Тогда вы человеку создадите проблемы, если он вам форму не прислал, у себя он там не отчитался, и вы у него не удержали подоходный налог, то будут вопросы. А если до 600? Нет, это 600 у нас работает только для резидентов. Окей, даже если я им отправила 150, я все равно Да, должна возьмите взять эту W. форму. Окей. Да, это ваша безопасность, что вы не понимаете, вот W9, как бы цель в том, чтобы налоговая увидела, что вы кому-то заплатили, и 1099 выписали, и он отразил это в своих доходах, налоговая это увидит. У W8 другая цель, другое предназначение, чтобы вы либо удержать этот налог подоходный с нерезидентом, которому вы платите, то есть другим странам, либо заставить его отчитаться сюда. То есть это лицо уже будет на учете у налоговой, что он получает доходы от США, из США. Окей. Вот. А доходы из США, они всегда должны облагаться налогом в США. Еще раз, W8B Для для физического лица. И БЭН для физического, А БЭН-И для для бизнеса. юридического, да, для юридического лица. Так, давайте мы сегодня дальше пойдем по все-таки формам налогообложения, потому что расходы это очень интересная тема, мне, наверное, ее надо периодически повторять, потому что в ней всегда много вопросов. Что можно списать, что нельзя списать, как себя обезопасить. Ну, еще каждый бизнес уникальный. Ну да, Какие-то. да, про расходы, да. Давайте дальше. Про sole proprietorship, о том, что мы перечислили и дошли до того, что простота регистрации документооборота. Как раз таки про документооборот. Если говорить о том, что необходимо именно индивидуальному предпринимателю, то здесь все просто. Он должен показывать, как я уже сказала, обоснованность своих расходов, вести учет доходов, обязательно ввести отдельно бизнес-счет, на котором все это фиксируется. И все, в принципе, он зарегистрировал свою LLC, у него никаких сложностей нет. Если он соблюдает законодательство и подает свою личную налоговую декларацию, в которой отражает всю информацию.
Отдельно никаких собраний учредителей проводить не надо. Не надо там выставлять какие-то темы на повестку и потом собирать, что все голоса согласны. Вот это вот все намного проще для индивидуального предпринимателя. И, естественно, так как он один, ему не нужно распределять всю чистую прибыль между какими-то другими лицами. Вся его чистая прибыль – это его. И вся его чистая прибыль, мы тут плавно переходим, является его зарплатой. И она облагается зарплатными налогами. Вот self-employment tax, налог на самозанятость, это тот самый зарплатный налог, который вы платите с W2. Если у вас есть W2, то вы платите 15,3%. Просто когда вы работаете на кого-то, 7,65, половину этого платит ваш работодатель, а 7,65 удерживается у вас из зарплаты. И плюс еще подоходный налог. Но мы сейчас говорим не про подоходный, а вот про другой налог, про self-employment tax. А когда вы индивидуальный предприниматель, это огромный минус. Вся ваша чистая прибыль. Вы заработали 100 тысяч, 200 заработали, 100 тысяч потратили, 100 осталось. Облагается 15,3%. Там, конечно, есть корректировка на Qualified Business Income Deduction небольшая, 20%, но все остальное это 15,3%. То есть это около 15 тысяч вы заплатите. Я начинаю нервничать. Это мы перейдем к следующему. Вот когда уже вам жалко вот эту сумму платить чистой прибыли, надо переходить на S-Corp. Вот, это всегда то, что я говорю. Вот когда вам стало жалко, с 20 тысяч 3 тысячи это небольшая сумма. Если у вас есть жена и ребенок, скорее всего, вы не заплатите. 20 тысяч дохода вы получили, там это мелочи. Но если у вас, допустим, 100 тысяч чистой прибыли, то 15 тысяч уже жалко платить, уже надо переходить. Или 50 тысяч, но 7,650 просто за self-employment tax, еще помимо этого будет подоходный налог, то это уже жалко. Тогда уже надо переходить. То есть вы спрашивали, с какой суммы? С такой, когда вам жалко платить 15,3%. Ну, переходить на S-Corp имеет смысл тогда. Потому что если вы перейдете при 20 тысяч чистой прибыли, вы заплатите, S-Corp должен платить себе зарплату. Я уже там все рассказала, я потом просто уже по слайду пройдусь про S-Corp. Если вы S-Corp, вы должны платить себе зарплату. Вы должны платить бухгалтеру, чтобы он считал зарплату. Вы должны себе зарплату платить. Каждый квартал отчитываться. Это расходы. А сколько минимальная зарплата в год себе надо заплатить? Минимальная не должна быть reasonable. Это неправильный вопрос. Не должна быть зарплата минимальная. Зарплата должна быть разумной. Потом расскажу об этом, когда перейдем к S-Corp. Поэтому сейчас мы говорим про ИП. 15,3% с чистой прибыли – это большой минус. Поэтому пока вы начали и зарабатываете мало, пожалуйста, будьте ИП, потом переходим в другую форму. Ну, то, что вот я говорила, риски слияния личных и бизнес-активов – это то, что происходит, если вы злоупотребляете и начинаете с бизнеса платить личные расходы за аренду с бизнес-счета, это прям вот у всех на ура, или наоборот, с личного счета начинаете бизнес-расходы оплачивать. Происходит какая-то непредвиденная, нехорошая ситуация, и вы приходите в суд. Вас в чем-то обвиняют и говорят, вы говорите, ну вот у меня LLC, и там у меня ничего нету. У меня нету там на бизнесе, ничего не зарегистрировано, даже машину я туда не поставила. А вам говорят, я по милям списывала, а вам говорят, вот смотрите, у вас тут все смешано, вы и ваш бизнес это одно целое. Любой адвокат, видя ваши выписки и видя ваши личные расходы в бизнес-аккаунте банковском, он говорит, что это вы одно целое, вы и ваш бизнес. Что происходит? В этом случае вы просто будете отвечать опять-таки всем своим личным имуществом, несмотря на то, что вы создали LLC. Поэтому важно разграничить личные и бизнес-активы. Банковские счета, банковские доходы, расходы, чтобы все это отражалось на отдельных двух счетах. Вот этот риск, он существует, когда вы сам по себе, и тут раз карточку забыл, да вообще не таскаю с собой бизнес-карту, я таскаю только личную, или наоборот. Я только бизнес-карту таскаю с собой и плачу все по ней. Ребенку мороженое купил, SEO World сходил, и все, или бизнес-картой. Это личное, это слияние, так не должно быть, это минус. Дальше, ну, то, что пенсионные планы, многие начинают уже, когда стараются много зарабатывать, откладывать на пенсионные планы, и вот для sole proprietorship существует очень маленькое количество, когда вы можете на пенсионный план откладывать возможности с бизнеса. У S-Corp, у C-Corp значительно больше вариантов. Там и 401 план, там и Simple IRA и так далее. У sole proprietorship там SEP самый выгодный, это SEP IRA. Это, по-моему, даже вот единственное, которое мы всегда используем. То есть нельзя на брокерский счет, вот я на Interactive Brokers покупаю акции, сделать отдельный из бизнес-аккаунта. Это можно, но это не retirement plan.
Мы сейчас, это именно то, что касается retirement plan. То, что вы он должен быть говорите, официально, я сама себе, да, Да. ставлю это не считается. это другое, да. А вот для sole proprietorship он ограничен. Там, понимаете, у retirement plan их существует очень большое количество. И у них очень разные варианты и разные цели использования. И разные варианты накопления на этих счетах. Поэтому и там разные лимиты, сколько вы можете каждый год отложить. У sole proprietorship очень ограниченный выбор. Дальше у других компаний, таких как S-Corp и C-Corp, этого будет больше выбора. Потому что там уже есть зарплата. Потому что некоторые retirement план привязаны к зарплате. Они будут зависеть от этого. Вот. И форма собственности бизнеса, это является только для единоличного управления и владения, и вы не можете уже иметь партнеров. Если вы добавляете сюда партнеров, что возможно, вы уже становитесь sole proprietorship. Вот то, что мы уже перейдем к следующему слайду, это будет partnership, не sole proprietorship, partnership. Вот, то есть все, что мы сейчас обговорили, что это маленький бизнес, когда вы только начинаете работать, много не зарабатываете, и вам не жалко государству отдавать эти 15,3%. Вот. А уже когда больше, надо выбирать уже другие формы налогообложения.